Привет! А теперь поговорим про iPadOS 26. С этой системой Apple попытается сделать ваш iPad еще более похожим на Mac. Большая часть изменений тут заточена на мышку или тачпад, но при этом iPad все так же идет своим путем. И тут впервые появляется приложение телефон. Да, с этим обновлением вы можете позвонить через iPad, но, конечно, с нюансами. Давайте по порядку. Встречает вас стеклянный дизайн. Он тут просто больше, чем на iPhone, и эффекты переливающихся оттенков стали тут просто более заметны. На экране блокировки, так же как на iOS, можно увеличить часы, применить к ним разные стили и добавить эффект стекла. Можно и изменить оттенок, тогда стекло будет иметь свой цвет. Добавить или убрать эффект глубины тоже можно, потому что иногда вы не захотите, чтобы картинка закрывала вам время. Обои на основе ваших фото также получают эффект параллакс. И здесь, на большом экране, все стало еще заметнее. Вообще, iPadOS 26 особенно хорошо смотрится и работает именно на больших диагоналях. А вот на маленьких, хоть все это и работает, но, совсем другой опыт. Нижняя док-панель теперь на полупрозрачной подложке. Тут приложения, которые вы можете закрепить сами, отделены недавно запущенное приложение и есть галерея со всеми вашими приложениями. Они, конечно, полностью в стеклянных блоках, преемственность дизайна тут абсолютно на каждом шагу. Уведомления получили новый эффект, но работают по тому же принципу. А вот настройки, это действительно интересно. Помимо дизайна, с macOS сюда перенесли и 3 кнопочки в углу экрана. Коснувшись, они становятся больше. Можете закрыть приложение, свернуть или развернуть его на весь экран. Свайп по верхней грани вызывает главную фишку – новое меню управления, прямо как на macOS. Теперь в любом приложении свайпом по верхней грани вы открываете новое меню. И пока что для всех тут возможности одинаково, но каждый разработчик может вносить изменения. Если приложение открыто на весь экран, то свайпом от края экрана вниз вы превращаете его в отдельное окно, которое можно перемещать в удобное вам место. И добавить к нему другие приложения также можно. Это немножечко измененный Stage Manager. Чтобы изменить размер окна, нужно все так же коснуться любого угла и потянуть за него. И теперь вы можете устроить на рабочем столе бардак, потому что разместить так можно много приложений. Но на самом деле удобнее всего это работает с мышкой или тачпадом, потому что появляется полноценный курсор. При его наведении он сразу вызывает верхнее меню, сразу увеличивает кнопки для управления страницей, и вы получаете не больше, не меньше, а целый Mac. Но вот главный режим вы найдете, если задержите палец на кнопке Stage Manager в пункте управления. И вот он позволяет превратить iPad реально в Mac. Все приложения теперь открываются поверх других окон, и даже если они открылись на весь экран, уменьшите и увидите все остальные. Тап в любом месте, и вы убрали все приложения, попали на главный экран. Ну а окна спрятались, но их можно легко вернуть назад. А еще смотрите, можно сделать приложения прям совсем узкими, и так на экране у вас поместится намного больше. Это Mac, что ни говори, но только визуально. Вот Apple остается в своем репертуаре. Она призывает разработчиков: приходите, переделайте новое меню под себя, но это будут отдельные другие приложения. Вообще никак с macOS не пересекающие. Хотя на iPad и появляется приложение просмотр с macOS. Это на первый взгляд прям копия приложения файлы, но мне удалось выяснить, что его главная задача — это легкая подпись документов и внесение корректировок в ваши PDF-документы. Так что вы можете легко открыть PDF, что-то на нем нарисовать, и все, это готовый файл. А вот с файлами тут немножечко поработали. Вы можете менять папки, вы можете менять на них какие-то узоры, добавлять им смайлики или какие-то другие обложки, можете папки закреплять, но вот это вот как бы пока и все. Поэтому да, функционал приложения файла, его просто отделили и поместили в приложение просмотра. На iPad появляется и приложение телефон. Вы можете управлять списком звонков, тут же ваши избранные контакты, и быстрый набор любого номера тоже доступен. Главное включить звонки с iPhone.
работает все именно так. То есть для Apple не важно, что у вас на iPad может стоять своя физическая симка или eSIM на последних iPad'ах, и у него может быть свой отдельный телефонный номер. Это совершенно не важно. Все звонки осуществляются через iPhone. Пункт управления тут, кстати, более читаемый, чем на iOS, но в целом может быть сложным экспириенс его использования и здесь. Изменили раздел настроек аккумулятор. Он просто стал нагляднее, но при подключении к зарядке вы не увидите, сколько осталось до конца зарядки. Камера, кстати, тут тоже распознает загрязнение линз, но вот само приложение получило только новую иконку. Внутри все осталось без изменений. iPadOS остается очень закрытой системой. Для нее есть свой Final Cut, для нее есть свой DaVinci Resolve, и на них разработчики потратили деньги, ресурсы и силы. Поэтому вряд ли Apple когда-то нам скажет: все, ребят, закидывайте приложение, которое вы на торрентах качаете на своей маке, теперь и на iPad. Нет, конечно, такого никогда не будет. Стало ли мне работать удобнее? Я работаю на iPad каждый день. Да на самом деле нет. Этот режим, он как бы вроде и удобен, но, честно говоря, я люблю минимализм, и поэтому мне вот эти вечно открытые все окна, они не очень близки. Что хочется отметить, так это то, что первая бета-версия на последнем iPad Pro на M4 работает просто как релизная. Я не заметил ни одного бага, за 2 суток ни одного перегрева. И это понятно, потому что запас производительности здесь такой, что его просто, негде реализовывать. Поэтому как бы здесь не было приложение какое-то не оптимизировано, даже если вся система не оптимизирована, все будет работать круто. Да, визуально это действительно самый глобальный редизайн за все время, и возможно вот эти фишки, они максимально ваш опыт объединят, и если вы работаете и на macOS, и на iPadOS, вам будет даже прикольней. Пользуйся!